и иду рассылать анонсы, а ты можешь начинать что-нибудь рассказывать. Кому? Ну, там уже есть некто Дима Привет, Хенти, Дима. который на Ютубе Дима, нас ждет и очень хочет. Дима, Дима. Что тебе рассказывать? Ну, Хочешь, не я знаю. расскажу? Хочешь, я тебе расскажу, как меня МТ-банк кидает через писюн? Давай. Короче, в Беларуси есть такой банк, называется МТ-банк. Вонючий, сраный, ненавижу его. Мы, короче, контора наша перешла с Белинвеста на этот вонючий МТ. И они должны были нам сделать карточки. Ну, короче, они сделали нам сраные карточки. Они должны были привезти их в офис. Я приезжаю в офис, вся хуйня. Идем получать карточки. Так, все Я понял, дела. да. Да, ты понял. Я понял. Пока сложно, знаешь, у меня гнев бурлит. Они очень долго искали мою карточку, и в итоге не нашли ее в списке. Они позвонили в банк сам, типа, где карточка? Им сказали, ну, она в отделении. Типа, а что она там вообще делает? Ну, бла-бла-бла. Я такой, окей, ладно, хорошо. Когда приедет карточка моя, когда вы мне ее дадите? Ну, там, на следующей неделе курьер с вами созвонится. Я такой, хорошо. Наступает следующая неделя, уже середина. Никто не созвонился. Я такой, блин, ладно, позвоню сам. Мне еще смс-ка пришла, что моя карточка решила погулять. Она с одного отделения переехала на другое. Такой, ну ладно, позвоню, уточню, что там, где она. Я позвонил, они сказали, ну вот так и так, там курьер, накладка, все дела. Я такой, ну ладно, перевезите тогда просто в отделение, которое у меня возле дома. Они такие, хорошо, вам придет смс. Прошла еще одна неделя, смс-ка не пришла. Я такой, ну ладно, позвоню, уточню. Позвонил, уточнил, сказали, в отделении. Хорошо, прихожу в отделение забирать. Ищут твою карточку. Нету. Ищут второй раз. Нету. Ищут третий раз. Все равно нету. Начинает там что-то смотреть по документам, где она там гуляет, эта карточка, где потерялась. Потом банкирша такая, ну, сейчас принесу еще. Принесла какую-то другую карточку вместе с доками. И начинает, ничего не говорит, начинает сразу звонить. Позвонила, дозвонилась до какого-то мужика. И такая, а не могли бы вы подъехать в отделение банка, вам выдали не ту карту. Чего? Ну, короче, они какому-то мужику выдали мою карту. 10 из 10. Там он диктофор пишет, а я сдал диплом, и теперь специалист по работе с корпоративными нормами. Вот это вот то, что рассказывает Захар, это ни хрена не норма. Это вообще не норма. Ты Им думаешь, бы это вот конец такого истории? специалиста. Думаешь, это сраный конец истории? Нет. На следующий, во-первых, я карточку эту не взял, потому что, она была у левого челика, я сказал, перевыпускайте. Ну, и как бы, окей, перевыпустили. На следующей неделе я прихожу, ее забираю. В понедельник они ее переделали. Я прихожу, забираю. Мне сказали, ваша карточка там будет активна. Она уже активна, и вам сейчас придет пин-код. Я посидел минут 15 в отделении, пин-код не пришел, я обратился к какому-то левому спецу. Она сказала, обращайтесь к специалисту, который вас обслуживал. Классное обслуживание, спасибо. Очень помогли. Где карту А там, получали, там ее и это, да? я, в принципе, там и сидел, как бы. Надо просто прям к тому же человеку, вот, никак по-другому. Я такой, в принципе, классная идея, прям очень понравилось. А там какая-то бабка сидит, она и так уже 10 минут ей насыпает. Я понимаю, что, я как бы работаю, у меня рабочее время. Я не готов еще сидеть. Такой, ладно, наверное, чуть позже придет, фиг с ним. На следующий день, за вечер пин-код не пришел, на следующий день, там, в середине дня тоже не пришел. Я звоню в банк, типа, что с картой? Она такая, неактивно. Я такой, почему она неактивна? Мне ваш специалист сказал, все активно, где пин-код?
Ну, она не активна. Я сейчас оставлю заявку. Я такой, хорошо, оставляйте. Положил трубку. Прошло часа 3, типа. Ну, я до сих пор без карты. Я там уже, типа, месяц без карты. На этот момент ты такой, я звоню еще раз. И вот после того, как я просто начал кричать, почему-то, знаешь, карта активировалась, пришел пин-код, все начало работать. Мгм. Так, там Парзиваль 2027 пишет: привет, думал, что посмотреть, тут с Да. Дискорда приходит уведомление. Привет, Парзиваль, Арсенику, у тебя карта лучше, рисунок карты. Ну У так, меня не карта, у меня лучше кусок пластика. ну реально, получается просто кусок пластика Да, тупо. мне мало того, что мне сначала его не хотели отдавать, потом мой кусок пластика отдали какому-то мужику, а потом еще отдали кусок пластика, который не работает. Вот это прям. Повезло тебе, так повезло. О, к нам еще и Котчиш заглядывает. Привет, ребята, как Привет. вас много. Меня вот на работе перевели полнасильно на Райфайзен, не жалуюсь пока. Ну так, получается, и не зря перевели, что ли? Райфайзен. Не, Это Райфайзен как-то, это не Тинькофф. Звучит пока что не этот. по-моему, это Райфайзен Групп, не? Не националистично. Не, Райфайзен это, по-моему, у нас в Беларуси это Приорбанк. Простите. Ну, у нас, у вас. Класс. Да. Не, я просто, типа, когда все эти вещи с карточкой, когда у меня ее не смогли активировать во второй раз, я такой просто закажу в Альфа-банке себе карточку. И там даже не пришлось никому звонить, ты просто в приложении заказал, мне сегодня карточки пришли на почту. Но, Ну, не, даже не на почту, а в почтовый ящик. в Альфе все адекватно. И я такой, Там так диктофор можно говорит, было? То есть, что твоя карточка по факту это лопатка для кокаина, ма. не, такой карточкой я бы не стал. Действительно. Она какая-то не очень. Не, ну, не Парзиваль, а Парсифаль. А почему Парсифаль, если у тебя там буква В? Я не понимаю этого момента, что-то сложное. О, еще и мистер Л. Боже, ребята, как вас много. Надо почаще, видимо, в пятницу стримить. Во-первых, ура, Стэнли. Да. Слушай, я на самом деле, когда закинул, Захар, тебя снова фонит. Я когда закинул анонс на один сервак, он на меня накинулся чел такой типа: о, вы чё, будете стримить Стэнли? Что вы за мудаки и так далее? Типа, так же не делают, это же игра про личный опыт, ты должен сам в ней играть и так далее. Ну, типа, блин, Мы на уже самом играли. деле, для нас с Захаром это и есть личный опыт, потому что Захар мне в свое время показал эту игру, и именно по его наводке я там вот с ней ознакомился. Человек. Человек. Боже, как это Привет. читать? Привет. Сложное, да, Чила, Челодой вот. маловек. Челодой маловек. Окей, да пускай будет Чилой, Это как вот, отлично. это как молодой человек, только немножко по-другому. Ага. Так, когда ваншот? Ваншот, у меня пока что Коля в отпуске, я, скорее всего, в ближайшее время постримлю еще ФС, мы допройдем, ну, видимо, до 200%. Футбол Evolution Soccer? Когда зомбоид, когда? Будет, Мэй, будет. А на зомбой ты приглашаешь людей? Ну, да, надо будет коопно играть, потому что там же, наверное, одному скучно будет. Я просто не знаю. У меня Одному будет, если ты будешь играть один, за этим будет неинтересно умирать. А то ты рестартишь каждые 3 минуты. Просто я когда смотрел, ну, у меня есть знакомые, которые играют в зомбоид, но они все уже потные. Типа я один буду такой догоняющий, и, наверное, это будет не очень интересно. Ну, не знаю, это как играть в какой-нибудь Sims, когда у тебя есть люди, которые просто уже боги-повелители этой игры, и они сразу такие: ты неправильно делаешь, Ты реально не вот, типа, надо и так далее, развивай навыки и так далее, и тому подобное. ты Ну, то есть... взял Sims? Типа, серьезно? Потому что, когда мы стримили за Sims 2, у меня был вариант взять на стрим Славину девушку, она прям вот задрот в Эксперт? Sims, да, и, короче, но я решил, что нет, я лучше возьму на стрим, с кем я там стримил, Колю, который, ну, так Коли, да. посредственно шарил, и вот. Так, Qulix звук как в пустой комнате, ну, без Вообще-то, этого, по конечно. факту, я в пустой комнате. Держу в курсе.
Так что, запускаем. В принципе, да, мы уже вот почти 10 минут в эфире. Сейчас дочитаю чат и пойдем. Qulix звук как так, отлично подпробивает дно. Не совсем понимаю, про что ты, но ладно. Там без старта можно соло, ищешь свой труп, убиваешь его, забираешь лут. В смысле, после того, как меня сгрызают зомби, я восстаю как зомби или что? Ну, твой прошлый персонаж восстает как зомби. Прикольно, прикольно. Не знаю. Если Так, бы он умел Санушки. пользоваться оружием. Так, все, я отключаю музыку, снимаю заглушку. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет, добро пожаловать на прямую трансляцию ErickSkrauch, где сегодня мы вместе с Qulix'ом отправляемся в Super Deluxe переиздание игры The Stanley Parable. Как я уже говорил во время афиши, мы уже когда-то давным-давно играли в эту игру с ним, поэтому мы, грубо говоря, пришли сюда за новым контентом, который нам обещали в виде внезапного ведра. Что бы это ни значило. Не знаю, зачем от нас просят ввести текущее время. Давайте, наверное, курсор отключу, потому что он у нас, по-моему, в этой игре курсор нам вообще не нужен. Окей, он не захватывается, он не будет захватываться. Все, так, какое у нас текущее время? Ну, по моему времени сейчас... Сейчас вообще АМ или ПМ? Ребят, вот это вот серьезно. Подожди. У нас ПМ сейчас. Сейчас он буквально захватывается, кстати. Что захватывается? Курсор. Не, но он потом пропадет. Это игровой курсор, он виртуальный. Okay. Так. Сколько у нас сейчас PM? Так, у меня сейчас 7 PM, 22 минуты. Вот. Подтвердили. Просто я еще вообще даже не запущу... Что? Ладно. Да, хотел сказать, что я ни разу не запускал игру. На самом деле, да, я запустил ее, я ответил на вопрос, я тогда выставил время и сказал, что я уже играл в игру. И я сейчас снова запустил это, такой, типа, окей, прикольно, что он снова, ну, типа, видимо, я смогу на стрим показать, как я это все заполняю. Оказывается, игра все это заполнила. Ну, ладно. Стрелять часы на такая... У Qulix день рождения был? Откуда ты знаешь? Когда-то. Подожди, откуда эта инфа? Потому что у меня уши сейчас большие, и, соответственно, их растянули. Неплохо, неплохо. Это, кажется, вы играете внимательно, для вас важны... Да боже, сколько ты будешь менять текстом? А я ведь даже не знаю, правильно ли во время выставили. Серьезно? Знаете что, давайте договоримся. Я вам так доверяю, что при следующем запуске игры просто выставьте на этом экране свое любимое время. Выбирайте любое время, даже если оно неправильное. Вы заслужили. А теперь можем вернуться к игре. Перезапускай. В смысле? Перезапускай игру. Так, ну давай. Перезапускаем. Так. Поехали. Так, сейчас надо только убедиться, что игра захватывается правильно. По-моему, у меня картинка решила. Блин, ты же вылетел. У меня просек. Ну, не страшно. В смысле, ты же не видишь? Ну да, согласен. Это не страшно. Так, сейчас... Люди как-то живут с этим. Так, сейчас, одну секундочку, я соведущему перерасшарю экран. Люди же живут с этим. Я что забыл этот нюансик. Где-то там. Так, мне пришло уведомление, что ты стримишь, но я на тебя не подписан. Биостарвет. Странно. Во-первых, добро пожаловать. Во-вторых, мне казалось, что я видел, что ты недавно подписался на меня где-то... В-третьих, если ты не подписан, то подпишись. Где-то в районе доты. Но в любом случае, добро пожаловать. Надеюсь, мы тебя не разочаруем. Так, что, какое наше любимое время? Какое там любимое время у Вид? 4.22? Зачем тебе это? Я не знаю, он попросил выставить любимое время. Так, подожди. Твое любимое время — это когда тебе надо вставать на работу. Ну, конечно. Ближе к полудню. Ближе к полудню, да, скорее ближе к обеду уже.
Так, ладно, пускай будет 4.22, окей. И что он нам скажет? Ахати. Или вы не смогли удержаться и снова выставили правильное. То есть, окей. Я ведь знаю, как вам нравится выставлять точное время. Теперь мне интересно, точно ли сейчас 4.22? Тут нужен еще один ползунок. Насколько... Не точно. Давай ближе Ну, к неточно. да, Хорошо, так. хорошо. Давай. Вы знаете, не важно, насколько точно вы выставили часы. Мне просто нравится выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Что, Google, что ли? Вот бы нам еще ползунков, но кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое. Сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должны быть готовы. Так, мы не будем еще раз перезапускать. Давайте перейдем все-таки к игре. Через час я ставлю таймер. Ну ладно, хорошо. Так, ну что, давайте начинать игру. Повторюсь, что при первом запуске там игра спрашивала, типа, играли ли мы в нее раньше. Я ответил, что да. Так что... Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Говорит, Эрик со спины. Ну я специально сегодня оделся в рубашку, в галстук. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Так, ну что, первый раз пробежим по Ты можешь канону? печатать на клавиатуре? Нет. Ну, есть какой-то звук, как будто бы печатается, но не особо. Но ввода нет. Так, ну что, пошли по канону для тех, кто первый раз, видимо, кто первый раз играет. А кто-нибудь здесь есть первый раз? Не знаю. Так, пойдем. Напишите в чат, играли вы раньше в Стэнли или нет. Ну вот, Парзиваль первый раз. Ну давайте, да, вот разок пробежимся правильно. Так, в левую. Окей, идем в левую. Я же не попутал лево и право, то что я могу на самом деле. Так, что у нас тут? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Так, что там пишут? О, кстати, не магистр ордена Qulix, не хотите ли вы совершить один приказ? Что? Нет. В первую нет, переиздание прошел, на концовке основной игры немного нового контента. Ну, собственно, мы пришли за новым контентом. Так, Стэнли пошел наверх, в кабинет начальника. Окей, идем наверх, в кабинет начальника. Какая-то дверь. Кстати, блин, на самом деле я уже, наверное, даже не помню все концовки. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
С растянутыми ушами, ага. Unruffled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Блин. RTX не завезли, а где тень? Тень. Везде обман. А ты включил в настройках RTX? Тут вроде нету. А ты включил? Настройки, видео. Он Да и попался. все. Это все настройки, которые тут есть. Ну все, теперь мы все знаем, какое разрешение у твоего экрана. Так, что там пишет? Ты пропустил комнату швабр. Не-не-не, я не пропустил ее. Просто мы сейчас проходим по канону, слушаясь рассказчика, а потом мы начнем его бесить. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ну, боже. Так даже не подняться наверх. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Надпись на стене. Побег. Ну ладно, мы еще туда доберемся. Пока мы идем по правильному. Кто сказал, что это правильно? Ну, так рассказчик велел. Это правильно? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ну все, взломаем Эрика по его разрешению экрана. Понимаю, ребята, понимаю. Так, а вот здесь появилась. Так, здесь же нельзя бегать. Можно приседать зачем-то. Ну ладно. Кстати, интересно, они вот переиздание, они все еще сделали его на движке Half-Life или таки переделали? Кто-нибудь знает? Может, на Unreal? Jumped to life, their true nature revealed. Each Oh, bore the Unreal. number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, Эта версия Кейв Джонсон так странно звучит, будто Кейва Джонсона засунули в Гладос. Ну да, здесь тоже авторы решили, что типа рассказчик будет главным героем, главным антагонистом и протагонистом, и, короче, всем остальным тоже. Так, ребята пишут, что сделали переиздание на Unity. Интересно. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Найди с собой. No. Что с собой? 427. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Не совсем понял твою мысль. Ну, свой номер, свою камеру. Was it even possible? А, Had he truly spent his блин, это entire искать надо life было. Ну ладно. utterly blind to the world? Как же он драматичен. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once А, вон, and Facility for Power. all. Окей, идем дальше. Справишься Потом- ли ты? А? Пять. Справишься ли ты? Ну, Зачем я тебе постараюсь. Не знаю. Control Idle. Ожидается вот. И что у нас здесь есть? Мы When можем at last he found the source of the room's power, Мгм. he knew it was включить и his duty, выключить. his Мем с obligation чуваком, to который put an пальцем не end to может this попасть. horrible Вернее, place делает выбор and сложный. everything it stood for. Ну ладно, выключим. Ну, а на Unity переиздание. Угу.
чтобы дать ей консольщику. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Все пролетарии игр, юнитесь. Ну да, да. Even as the immense door slowly opened, Но вообще, типа, довольно классно, что разработчики игр смекнули фишку, что, типа, давать инди-разработчикам использовать свои движки бесплатно и начать драть деньги только тогда, когда они выстреливают. Я не помню, кто первый это сделал, но вот после того, как началась эта тема, Unity, мне кажется, все-таки Unreal были первыми с этим. Ну, Unity был, ну, в принципе, для индюшника. Ну, не помню точно. Ну, короче, Ну, в суть... целом, не суть важно. Ну, или Unreal. Важно то, что кто-то первым это сделал, и все остальные это поддержали, и сейчас реально любой желающий может оплатить свою игру на Unity. Так иронично рассказчик говорит, что какой бы выбор он ни сделал, этот выбор будет его собственным. Хотя мы, по сути, просто прошли всю игру под ручку. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly Что за дичь? Почему для включения и выключения питания есть вашей кнопки? Не, ребята, сейчас вы поймете, в чем суть игры. Мы сейчас просто прошли ее, так сказать, задуманным образом. Но эта игра не про это. Не задуманным. Это игра не где ты играешь в игру, а игра играет в тебя. Да, если быть точнее, то это так. И я получил первую ачивку. Например, короче, игра перезапустилась, и мы сейчас, по сути, можем проходить ту же самую историю. Но, например, мы можем просто сделать вот так вот. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ну что же, поздравляю, мы уже дважды прошли игру. То есть суть в чем? Суть этой игры заключается в том, что мы можем следовать истории, которые нам рассказывает рассказчик. Что от нас требует рассказчик. Да, а можем пытаться каким-то образом эту игру сломать. Например, я помню, что где-то здесь можно было каким-то хитрым образом вылезть в какой-то из окон. Я не помню, как точно туда залезть. Вот. Да, можно было. Вот так, да. Вот, да, получилось. Например, можно сделать вот так вот. Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Так, надоел ли нам этот прикол? Окно все еще есть? Да. Так, ладно, что там пишут ребята? Иронично, что в концовке освобождения контента... Да, вот, да, я вот о том же. Можно с такой же идеей создать игру на основе «Падал прошлогодний снег». Или фильм про Трумана. Ну, фильм про Трумана, да, по поводу «Падал прошлогоднего снега» я не понял. Ох уж эти парабеллы, ох уж эти нараторщики. Или первые минуты Лемони Сникет 30 несчастья. Блин, насчет Лемони Сникет не совсем понимаю, как вы это приплели, но ладно. Так, ладно, нам еще не надоел этот прикол.
Then in that case, we'll continue. Отлично. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this Все время мира. perhaps you just Сегодня хороший стрим, потому что нам даже не нужно шутить, мы просто будем слушать рассказчика. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Как же он много говорит. Cheers. Так, хорошо. Все. Большой выбор не работает. Но, видимо, нам надо Да? самому Тебе запускать. нужно перезагружать игру? Ладно. Итак, ладно, давайте выберем вариант «да». Это важно. What could it mean? Как Stanley я это decided to сделал? go to the Как-то meeting вот room. Perhaps тут... he had simply missed a memo. Ну, залазь. No matter how hard Stanley looked, Блин, я ведь почти наверняка уверен, что вообще вот вся эта концовка родилась из бага. То есть они... Ну, типа, это просто был баг, что персонаж... Да, то есть персонаж же не может прыгать на самом деле. and realized it was part of the game's design И, all along. типа, ну, они решили это оставить, дать возможность выйти в окно и сделать из этого тоже шутку. Тут, в принципе, эта игра... Почему мы говорим, что игра играет в нас? Потому что прикол заключается в том, что So, если тебе кажется, что ты можешь сломать игру, на самом деле нет. Это все уже ожидаемо. Здесь все уже записано и так далее. to drink it all in. Так, ладно, пока Okay, I'm over it now. пока What do you рассказчик think? издевается над нами. Weird? Тебе надоел этот прикол, окей, да. I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old Mm-hmm. time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. Так, там Мэй пишет, тизер-спойлер, не потратьте все свои прыжки. В смысле, нам дадут возможность прыгать? Потому что сейчас мы не можем. Again, Интересно. what Stanley liked most was buttons. Вместе с ведром? He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite Так, ребята, чат, мы уже перезапускаем или слушаем до конца? and keep playing along. You too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. М, Как у вас дела, Алексей? Да нормально, Как вам нормально. эта песня? Сижу, смотрю на окно, прошу мячик сбросить. Скучно. Но ты не просил. Так, успокаивающее ведро. Ну, да-да-да, вот сейчас мы отправимся. Тут, я так понимаю, по основным концовкам нового контента нет, так что мы сейчас просто пойдем в дверь с новым контентом, потому что... Ладно, все, наверное, здесь больше ничего не будет. Наверное. Наверное. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was сейчас only a другая matter of фраза. time. Ну да. Кто-то следил за Стэнли. За ним точно. сидят целых 9 человек. Ну да.
Так, ладно, где дверь с новым контентом? Опа. Там инпут получился. Ну да, я помню, там был какой-то отдельный квест с тем, чтобы на каждом перезапуске активировать эти компьютеры. Право. Так, вошел в левую. Пошли в правую. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Так, погодите, как где комната? Ищи. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the Пока ты detour не найдешь комнату с just to новым spend a few контентом, мы moments отсюда не here in выйдем. this immaculate, beautifully constructed room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Хей, вот так вот я могу сделать. И вот так тоже. Не врите. Если вы прямо сейчас врете, то Stanley was остановитесь. so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Не не прыгайте вниз с этой штуки, пока она двигается. Это может привести к смерти. Ну окей. Look, Stanley, Кстати, по-моему, когда я первый раз проходил, я случайно упал с этой штуки. Рассказчик был рад. Так что там пишет. Однако есть новый контент на основных концовках. Ага. Ладно. Не, ну как ты мог вспомнить сюжет «Падал прошлогодний снег»? Не мог вспомнить. Да я просто, видимо, не смотрел. Все сейчас занесите изменения. Так а вы подскажите хотя бы где, потому что если мы сейчас будем прямо все концовки пробегать, то ну это надолго, ребята. Еще скажи, что эх, не видел с того берега моря. Так, диктофор, я не совсем понимаю, о чем ты. Так. Ну ты видел с того берега моря? Нет. Скажи, эх, не видел с того берега моря. Так, кстати, я сколько помню, можно достать розетку. Да. That wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. Это, блин, to his apartment where he фильм есть пародийный, Робин Гуд, мужчины в трико, и там есть момент типа, эй, но ведь у Робина есть еще один выстрел. Что? У него есть еще один выстрел? Да, да, еще один выстрел. Где это сказано? И все такие достают просто из-за пазухи сценарий, такие, да, да, блин, так и сказано. У Робина есть еще один выстрел. What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's Слово. not possible. I can't Нам believe it. советуют How had I одно not слово. noticed it Синий. sooner? Да, нам Как советуют подсказка. синий, но я, если честно, не помню. Там, я помню, что можно сколько-то раз пройти в какую-то неправильную дверь, и тогда рассказчик нам их сделает This is why you've been одну able to красную, make другую the right синий. choices. Не помню And точно, но I've что-то been такое я letting you помню. run around in this game for so long. Это когда If ты you'd made any начинаешь more wrong choices, возвращаться. you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety Как же он protocol недоволен for нами. real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the Опа. game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the Пропускай. best part of being a real person. But if used Блин, incorrectly, помнишь, it can also be the most что? dangerous. Ты можешь For example, пропустить? in this Я могу scenario, запустить игру заново, но the пропустить real нет. person named Rupert has a choice. Ладно, пока нам рассказывают, просто помню в каком-то фильме, по-моему, в первом Человеке-пауке от Марвел сцена после титров была, где просто на белом фоне выходит Капитан Америка и такой, ну, то есть это самая-самая дальняя сцена после титров, после всех Да. титров. Да. И выходит Капитан Америка и такой, терпение. Терпение — это то, чего многим из нас может не хватать. И ведь не всегда ваше терпение может привести к чему-то особенному. Иногда терпение — это сам процесс. Так, что там пишет? То Это дело, типа, что я эту сцену даже ждал. Или мы тогда были вместе? ну,
А, в смысле, только что была практика, я ее пропустил, но, видимо, я все сделал правильно. Хорош. Так, выбор или меню не согласен. Ну, не знаю, находили они или нет. А, на лифте можно вверх-вниз ездить для концовки. Но я помню, что там есть какая-то особенность, когда можно просто вернуться. Я просто советую заценить те концовки старой игры, которые поменялись. Да, но я не знаю, какие конкретно поменялись. Типа, я немножко не готовился к такому. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Я немного погнула в перспективе. Good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Так, здесь же нет выхода сзади хитрого, чтобы можно было не слушаться рассказчика. Так. А, он нас оградил, чтобы мы не могли спрыгнуть. А, кстати, вот здесь можно спрыгнуть, наверное, вот туда, на нижнюю форму. Можно. Было, можно. Ну да, пока он нас не ограничил. Так. Он нас все-таки хочет провести по сюжету или что? А ну-ка вернись. Не, он... Так, а можно я сейчас вот еще раз? Не, уже не повезет, видимо, нет. А в А2, если попробовать пройти. Куда? А2. А2? А. Не открывается. Не, по-моему, вот конкретно в этой концовке он нас уже просто не отпустит, он не даст нам пройти не туда. Хотя, по идее, он же нам сейчас просто даст снова выбор, и мы можем снова неправильно пойти. Мне кажется. Ты просто недостаточно хорошо ищешь. А что еще? Так, ладно. Самом нажимаешь вниз. Ладно, окей. Ну, как доберемся до лифта, попробуем еще раз. Так, окей, мы можем сейчас просто еще раз пойти неправильно. Он хотел влево, пошли вправо. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. О, как я люблю эти штуки. Так, окей. И так. еще раз. Давай. И еще раз. Потому что мы можем. Открывай Нет? дверь. Нету. Я не могу ее закрыть. Открой. Да не открывается дальняя? Не, заперта. Ладно. А можно ли эту открыть? Блин. Как можно не слушаться его? Я не хочу его слушаться. Ладно. А, подожди, здесь же где-то должна быть эта комната со швабрами. Можно там... А. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. What am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is not correct? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all my work? Every pay What do I do? make What do I do? so... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Сейчас, подожди, я могу как-то на стол Да,
Что ты делаешь? Да подожди. Ладно. Вот так крыса в лабиринте борется с ученым. Ну, типа. О, нет, это еще не все. Не все. О, слушай, я не помню такого. Это было в оригинальной игре? Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only Выглядит thing in the world that криповенько. was mine, and you run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, Что, ты просто there's a забудешь на damn нас good reason ругаться? for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a Ой, ну world давай, outside давай, you. ругайся. You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Мы же пойдем снова вправо, да? No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. Да. That means choosing Нет. responsibly and always putting the story first. I'm Так, quite чат, sure you'll be up to подсказывайте, the будет ли task. здесь Just что-то, или follow my мы lead так, and you'll be или fine. нет? All right. When Stanley Ладно, came я to еще a раз set схожу of в ту 2 дверь, open возможно, он doors, психанет. he entered the door on his left. Там же нет ничего нового. No! Why did you Нет, do все that? то же самое. Quickly, hurry. Ну ладно, видимо, Behave придется exactly идти. as Stanley would. Это не That упорный. means choosing responsibly В смысле не and упорный? always putting the story Пока что-то first. меняется, I'm повторяй. quite Так sure ничего не you'll be up to the меняется, в том-то и task. дело. Just follow my lead and Нас you'll be просто fine. точно так же All выкидывает. right. Ну ладно, When давайте, Конечно, возможно... ничего не меняется. 2 open doors, he entered the door on his left. Ну, вроде бы нет. Ты хочешь сказать, что что-то меняется? Так, Парзиваль пишет еще идти вправо до упора. Ну, скажите, No! ребята. Why did you do that? Да не знаю, Упора. реплика тоже... Что? До упора. Behave exactly as До Stanley would. конца. That means choosing responsibly А, and типа always успеть putting the открыть story дверь и first. выйти в нее или I'm quite что? sure you'll be Попробуй. up to the task. Just follow my lead and you'll be Ну, fine. Что тебе давайте. мешает Alright. попробовать? Просто рассказ очень быстро обрывается, он едва успевает начать He говорить. entered the door on his left. Давай, побежали. Бегу. No! Why did you do that? Давай. Hurry back. Нет, закрыто. Нет. Ну, мы пытались. Ладно, пойдем в правую тогда. И... Ой, в правую, в левую. Будем смотреть, что там дальше по сюжету. Кстати, я помню, там был какой-то момент, где можно было видеть себя сверху, типа, даже не управляя игроком. Помнишь, было такое, что ты... Ну, я, как-то одно время много играл, и я много концовок пооткрывал, но я не помню, как конкретно это все делалось. Так, что здесь локация будет в порядке? Да, здесь локация в порядке. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Иди вниз. Так, может мы... А, они закрыли эту дверь. Я не могу. Так, чат продолжает просить идти в правую дверь, несмотря на то, что нарратив истории повторялся. Игра словно намекала, что нового развития уже не будет, обрывая попытку. Ну, в общем, да. А, он еще и заблокировал нам, мы не можем вниз пойти. О, это какой-то развод на классы получается. Зайди в кабинет босса, выйди. Так, зайти и выйти? Нет. Блин, все, уже поздно. А, слушай, тут туалет открылся. Здесь раньше было написано, что это туалет, а сейчас пропала табличка. Так, пишут, пользователь Google пишет, это похоже на халфу. Ну, в принципе, оригинальная игра и была сделана на движке халфы, так что ничего удивительного. А там было на презентации tips for not being fired. Блин, я не посмотрел, что было на презентации. Обращу в следующий раз внимание.
Так, офис стал зеленым. Да, офис поменялся. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. Так, можем ли мы здесь что-то... А, я помню, здесь можно было каким-то хитрым образом зайти в дверь, триггернуть ее закрытие и быстро выбежать. Помнишь, была такая тема? Была. Ну давай, говори. But now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Скажешь ты что-нибудь в микрофон или нет? Так подожди, я должен говорить? А почему нет? Stanley spoke the code. Night Shark 115. Night Shark 115. Ладно, пора. Пока это был приятный и АСМРный час, чуть не уснул от английской лекции. Мы уже час в эфире, да? Нет. Минут 40. 50. Он очень хочет, чтобы мы ввели код, но Стэнли все не решается заговорить. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... А, вот как раз та концовка. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал на Твиче, на Ютубе, на... Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. А, слушай, реально с помощью Unity? То есть они на Unity перевоссоздали... Ну, ассеты же есть, их не очень сложно перенести на Unity. Нет, ассеты понятно, но я имею в виду вот... как это объяснить? Поведение камеры, взаимодействие с миром. Ну, то есть это такие вот мелочи реализации движка, которые, мне кажется, ну... Ну, было сложно, да. Ты их не можешь... Да еще и новый контент. Ну да. Все. Поведение дурстак. Так, все, я так понимаю, мы должны сами перезапуститься. Нас перезапустили, окей. Ну что ж, иди по основному сюжету. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Так, подожди, может какой-нибудь компьютер можно нажать? Здесь нет. Пу-пу-пум. Сейчас найдем компьютер, на который... Вот он. Чик. Окей, на этой итерации все. Блин, а, кстати, после чего появляется... Вот, дверь с новым контентом. Вот она. Вот она. Здравствуй, дорогая. Content? What does that mean? New content. И даже голос немного другой. Ну, видимо, потому что... Потому что за столько лет. Но. Ну что же, лифт. Ну сейчас мы это... Я так понимаю, мы сейчас где-то здесь должны ведро получить. О, новый голос. Ultra Deluxe. As you
may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe. О боже, это хорошо. Game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Ultra Well, Deluxe. this sounds Блин. delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. О, мы приехали сюда же. По сути, да, мы просто сделали круг. Okay, so far it's an elevator. Блин, а мог ли я успеть присесть и выбежать из этого лифта? Beginning of a mesmerizing Это вопросы. Так, а как же концовка синей двери? Так я думаю, мы еще доберемся до нее. Is it broken? What's going on here? Should we... Мы застряли в should we лифтом. be Неудачно. somewhere or- Oh, there we go. All right, finally, Ладно. at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Напоминает Суперлиминал. Суперлиминал — это игра, где I have to say, там с помощью перспективы можно увеличивать предметы, или это не та игра? Да. Tedious. It's Сейчас as if скажу. Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Да, это именно она. All right. All right, let's see it's... Новый контент. Круг прыжков. Нет, не нажимай. Не нажимать? Но я хочу! У Нет, меня... Вот, у меня пробел есть. Он... но ты можешь выйти и прыгнуть. В смысле, выйти из круга? Можешь прыгнуть? Нет, не могу. Они еще изолентой это сделали. Так что, прыгаем? Ладно, давайте проигнорируем. Ты игнорируешь новый контент? It? Surely that's not all the new content. There has to be something else. Так, right? ладно, нет, он как будто был готов нас провести дальше. Давай прыгнем. Эй. Окей, мы можем прыгать. Не знаю зачем. Блин, то что, в голове нужно будет постоянно держать количество прыжков и рассчитывать их до 35. конца игры? Stanley, I have to Ну, сейчас say, 35, да. initial impressions of this game are not Зачем ты positive. вышел из круга? It's just Паночка на elevators and jumping. Is this what passes for тебя exciting нападет и new без content? Вия. If this is new О content- боже. Блин, вот Я- это, конечно, глубоко ты сделал отсылку. Да. Yeah, hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very Okay. good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready Ты можешь for whatever прыгать? it is. Здесь? Нет, не могу. Видимо, только в определенном кругу. That's it? Oh, you've got to be kidding Спасибо, me. You see, что Stanley? насладились This is what новым happens контентом. when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's going Если into будет it. еще лифт, попробую вот игнуть как хотел. Окей, окей, попробуем. To believe one of them actually says, test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? И он нам перезапустил игру, но, блин. Ладно. Нет. Нет, что-то поменялось. Ну как, что-то. О боже. Неплохо, неплохо.
Ждал не лень делать контент, но лень делать цельный сценарий, объясняя каждую локацию словом четвертой стены. Так в смысле, эта игра в принципе про то, что тебе четвертая стена не нужна. Come over here. In the vent. I want to show you something. Лезь. Ну, конечно же нет. Лезь. Тут я прыгать не могу. Лезь. В Лезь. смысле? You don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so... No, never mind. You're not a dork. Так, ну ладно. Полезли в Ты же не вентиляцию. козел? Ну, конечно же, и не козел. Что там написано? Coffee nut. Окей. О, мой. Он же нет Загрузки. просто. Ага. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So Назад. I made something special and tucked it away here where the Казалось, game's значит. developers won't Там find it. загорелся Можно было красный свет. попасть. Little secret. А, кстати, да, там есть как будто бы проход. Но я сомневаюсь, что туда можно попасть, но тем не менее. Так, все спрашивают, чат с поднимись. Ютуба читаете? Да, читаем. Я зачитал твое сообщение, когда мы только-только... Ну, вернее, когда мы опаздывали на стрим, просто это... На стрим, собственно, не попало. Но да, мы читаем. Просто он к нам с задержкой, к сожалению, не попадает, потому что API Ютуба крайне несовершенно. Блин, это выглядит эпично. I call it the memory Вот это zone. похоже на It's where Unity. I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. The memory zone. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Как хорошо, Вот какая-то Unity. дверь. А, Текси отправил сообщение, удалил его. Так Чего? там была какая-то дверь. Мгм. Нет, не открывается. Как похорошел Unity при 2013 году. Ну да. Время 20:13. На часах. Внизу, ниже. А, О, да, действительно. Имеешь в виду в Фейсбуке Facebook? Что? Сложно, ребята. Они еще и свой скриншот сайта Боже. сделали. Еще и в старой Mozilla. Боже. еще вот в старом стиме. Вот это да. Так, окей. Это же доллар! Доллар! Целый доллар! Unachievable. It is impossible to get this achievement. О, боже. Блин. Так, окей. Facebook переименовался в мета. Да, Мгм. что типа тут же раньше этот... Тут, так понимаю, везде упоминался Facebook еще, потому что мета тогда еще не было. Номинации. New video game released today. Ну, я так понимаю, это их влажные фантазии, чтобы их об их уверен? игре писали в Нью-Йорк Таймсе. Не писали разве? Я сомневаюсь. Ну, еще и в Лос-Анджелес Таймс. Ну, подожди. Ты пошел проверять? Да. In Lovin's Memory. Это что здесь? Это свинка? Или это котик? Или это хомячок? Или что это? Чат. Ладно. Мне нравится, как Нет. игра высмеивает сама себя, ностальгию игрока и так далее. Так еще делает очень тонко. Ну, в принципе, да, типа... эта игра стебется просто полностью. То есть она, в принципе, выстебала всю механику DLC и так далее. И... О, боже, это непроходимые цветы! Ага. Просто чувствую... Непроходимые цветы. Боже. Я аж триггернулся, что за музыка?
Я настолько тыгнул, что даже забыл свою шутку. Хотел пошутить про Бэтмена, который не может пройти через желтую ленточку в Хрониках Аркхема. Возможно, и не было. Is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, Какой, подожди? We're so many games that aspire to be more than games end up less. Ага, than хомяк anything может. but. Ну, окей. Stanley Parable strives Так. and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever А, окей, created. мистер Л, я That's понял how шутку. grand and Котчев он записал all-encompassing the original destructoid.com. Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim. It was Persona 3. It was all of them. And now it's nothing. It's no Боже, game дайте at all. просто мне мое ведро, Isn't что even за... Stanley Parable anymore. It's Сколько just нас будут another водить по этому музею самолюбования? with an hour of new elevator content. Я, кстати, свой канал в Телеграме также называю. Так, Портал? что? Левее портал. А, ну да, тут же, если не слушаться рассказчика, то он может заставить тебя играть в Portal, в Майнкрафт и там что-то еще. Господи, классно. Да, вон, О. Майнкрафт есть. Майнкрафт. Так, окей, мы можем пойти вверх, можем пойти вниз. Конечно же, вниз. Нет, бесполезно. Жаль. Вовремя пришел на стрим. Ты только ведро заспойлерил. Ну, я на самом деле как заспойлерил? Я знал о ведре из обзора, но о том, какие взаимодействия с этим ведром связаны и так далее, я не знаю. Так что я только знаю о факте его существования, но что с ним будет связано, я без понятия. Мгм. Коллекция кнопок. Хочешь пропустить рассказы? Here's Заскипать? another moving passage, this time from GameSpot.com. Серьезно, ты просто каждый отзыв будешь. It's both a richly stimulating commentary on the nature of classic Так, games and one хочешь that пропустить offers рассказы, some of the заскипать? Вот сейчас он тебе расскажет про это насчет портала и Майнкрафта. Как раз та концовка из оригинала, куда советую пойти, ибо там изменения. Ага. Блин, вспомнить бы только, как в нее попасть. Я могу тебе напомнить. Ну давай. Ну сейчас, мы, короче, доберемся до Доберемся конца ли? этой локации, да, и пойдем по ней. Так, все, ты закончил? О, нет, здесь коробки. А я прыгать не могу. Может, я здесь как-то заскочить могу? Нет. А как? А как? Игра. Что ты пытаешься сделать? Да ну, мне, по идее, надо дальше идти. Попробуй прыгнуть. Не прыгается. Найди круг. Найти круг. А, слушай, может быть, тут же вот был проход вниз? Да, я. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. А, серьезную комнату на Unity не воссоздали? F. Просто F. Так, какая-то тревожная музыка. God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam. The online... Боже мой. Неплохо, что они представили это в виде заброшенной помойки. Да. Так, насчет портала и Майнкрафта, это как раз... да, окей. Вот дальше будет веселее с нам контакт, я знаком тоже... Не-не-не-не. Ладно, окей. Так что... О! Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. Блин, как он это классно вышло. Funny! But the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Здесь вообще куда пойти не туда.
Steam Steam Reviews. Reviews. Да, все. А красные это, наверное, отрицательные, а зеленый контейнер это положительные. Угу. Зайти в зеленый контейнер. Можно? Нет, нельзя. С другой стороны, Заметьте, вот, зайди. контейнеры большинство красные. Да-да-да, мы вот о том же с Захаром. Так. Классно. Размыта краска. О, еще один. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to Блин, подожди, здесь сохранены авторы. Боже, наверное, авторы довольны с вот этим. Вот, типа, вот не зря все-таки писал. Ну да. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. К нам еще некто Кирилл присоединяется на ютубе. Приветствую. Приветствую. Так, еще коробки с ревью. Там что-то написано. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator... Слушай, ну это хотя бы почти 10 часов наиграл. Первый наиграл, по-моему, меньше 2 часов, второй сыграл 3 с чем-то часа. Этот почти 10. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews. Я не могу утопиться. Бе. Positive reviews of the Stanley. Отзыв, кстати, реальный. Рецензия Cookie 9 написал в 2018 году и проиграл 0,5 часов. Торт это ведро. Ну, это да. Кстати, я всем им отзывы оставлял в комменты авторам, и я был далеко не один такой. Так, сейчас. Я... Еще раз. Я всем им отзывы оставлял в комменты авторам. Я не понимаю. Типа это диалог? В смысле, там можно еще как-то отзыв оставить или что? Скипай диалог. Подожди, пускай он наговорится. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. And it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. Чат, мы уже пропускаем или еще пока слушаем? Да, ну профиль Стима комментарии оставлял игрокам. Там многие упоминали их отзывы о Стэнли. Вот так вот, понятно. Так, я не могу... Так, все. Заткнись. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue. Интересно, какой длины они реально записали монолог для вот этого момента? Как долго его можно было слушать? Of course,
I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Так, еще раз. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording. Так, еще раз. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say good. К тому времени, как ты нажал на кнопку, монолог зациклился. А, окей, я понял. Wasn't there a door that led into this room? А, действительно, он убрал дверь. I'm certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window, or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. Так, ладно, окей, сколько времени промотать? Сейчас у нас 2:17. Ну, окей. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of them. Ликмандо Котиш пупырчит. А мы будем смотреть новые ползунки? Ну, да, мы будем. Поскорее бы вышла русская озвучка. Ой, слушай, нет, я очень сомневаюсь, что озвучка сможет передать вот этот оригинальный говор. То есть тут просто прелесть в том, что пускай ты даже не знаешь английского языка, но просто вот слышишь этот вот акцент, эту манеру говорить, то есть как он это все подает, ну то есть мне кажется, это неповторимо. Это вот именно уникальный стиль рассказчика, который, ну вот, делает эту игру. Так, чел, ты успокоишься или нет? Там уже состарился, что ли? Мотай. Мотай. Я пока не могу. А, уже могу. Нет, не можешь. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you. Ой, ну давай. We've been through. I've had so much time. Какая долгая комната. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. Я понял тебя. Дверь появилась. Не знаю, помещение уже должно было развалиться само от старости. Мотай дальше. Сейчас, так, там чат пишет. Просто мне не очень нравится его голос, и читать не успеваю, привык слушать его. Блин, странно. Ну, просто не знаю, мне он нравится его голос, типа... Ну, я, в принципе, на слух его воспринимаю, ну, знаю английский, так что... Ну, ладно. Ну, видимо, кому-то это нужно, но... Ну, вот. Ну, пожарная вентиляция пищит. О, там что-то... А, часы упали. Все остановились. Так, мы отсюда выберемся или нет? Мотай. Я просто каждый раз заглядываю, может быть, там сзади появилась дверь, которую я не замечаю. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little Что это за штука? Чего она только сейчас орёт? Пипи. Ну, это вон, там сверху есть этот пожарный извещатель, и, видимо, он почему-то решил запищать. Да боже, чел, сколько? Выпусти нас из этой комнаты.
The end is never the end, 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 is never the. Но если у игры была задача почувствовать безысходность, то она определенно хорошо справляется. Уже крыша протекает, посмотри наверх. А, Где-то кстати, там. да. Но я же говорю, что мне кажется, рано или поздно это помещение просто от старости развалится. Угу. Так что мотаем. О, О. как раз там, где водичка была. Как все продумано. Прыгать Может, я по все трубе еще не сможешь могу. подняться? А? А по трубе? Не, тут... А, стоп. Я не прыгнул, я просто... Так, могу ли я... Нет. Главное не застрять. О, окей. Это уже лучше. Как мы от старости не развалились. Так это этот, как фильм с кем там, с Адамом Сандлером, по-моему, Угу. с пультом по жизни, или как так там он называется. Клик с пультом по жизни. Хотя не, он же там все равно старел, он же потом там старым еще, старым и Ну, жирным он оказался в какой-то старел. момент. О боже, промысл. И вот мы уже приближаемся к состоянию портала. Ядерный взрыв случился, что ли? Актуальненько. Тихо, тихо. Тихо, не мотай, стой. Послушай. Да, вроде обычный эмбиент. Такси говорит, что сейчас будет жутко. Ну, я тоже думаю. Угу. То есть, если добавить пугающие звуки, то становится жутко. Понимаю. Страшно? Конечно. У меня есть Захар, он меня виртуально держит за руку, так что все хорошо. Залез! Ой, А, комната Всё. перевернулась. кнопка сломалась. Иди на кнопку нажимай. А я могу еще? Да. Честно, вообще, как далеко я могу в этой пустыне уйти? Я же, по идее, могу. Все? А, все, я уже больше не могу нажимать на кнопку. Ну ладно, давайте. Какой ты выучил мораль? Э, Не проматывай диалоги в играх. Я почему-то уверен, что именно так это все и закончится. Нам в итоге просто плюнут эту мысль в лицо. Только хотел написать, что кнопка до сих пор работает. Не-не-не, ребята, не работает. А сейчас вернуться? Да, нет. Все? Где наше ведро? О, здравствуйте, здравствуйте, мы снова в офисе. Ура! А где ведро? Что за обман на классы? Найди комнату со швабрами. Такс. А, кстати, да. Так, опять стандартный текст. А, что стоит компьютер найти? Нет, здесь сейчас, наверное, в следующей комнате. Нет, нет. Пом. Так, это не тот компьютер. Окей, идем дальше. Новый контент. Угу. Так, ладно, я же говорил, торт это ведро, ведерко, концовка Майнкрафта и портала, 3 синие двери, не забывай. Ладно, давайте это разберем с этим гештальтом. И так, напомните только, как в нее попасть. Как попасть в концовку с Майнкрафтом и прочими? Иди направо. Надо спрыгнуть с подъемника. А, вниз, да? Окей. Ну, там на эту, на...
Ну, там снизу есть проходик. This room. But eager to get back to Окей, business, погнали. Stanley took the first open door on his left. Боже, прикольно. Что? Stanley was so Ты bad заспойлерил Спойлер, новый небольшой контент? it's incredible he Да. wasn't fired Немножко. years ago. Лифт давай. Ну, сейчас, ребят, давайте Надо тут будет же... упасть. Stanley, I think perhaps Ну, я you've помню, got вот the надо будет wrong вот сюда вот foot. заскочить. Нас I'm not начнет sure. поднимать. Really, I'm not. Я же I прыгать realize все еще не investing могу. your trust in Кстати, а someone количество else is прыжков, оно прям глобально на всю игру рассчитано или что? Господи, ты хоть раз еще раз прыгнул? Нет еще. Time. Так, There's давай, someone you've давай, been neglecting, давай. Stanley. Давай. Someone you forgot. Хорош. Really? Не I was in сюда. the middle of something. В другую You have сторону. zero Ага. consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, Синюю. this is important. Stanley walked through the red door. Синюю. Окей, идем в синюю дверь. Aha, perhaps you misunderstood. Синюю. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating Синюю. properly. Stanley walked through the... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so Развернись. badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, Сейчас? don't let me Нет, стоп. stop you. Идите. Не, я помню, где она была. Да, Я, иди. ну, уже дальше я помню примерно. Так, потом вклад, лифт, давай, прыжки можно получить навсегда. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the А, это first place. стандартные Боже, ассеты, да. эти, да. Exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me Skill trees? absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. Стоп. This already feels leaps ahead of where we were before. Стою. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Идем туда или нет? Да, заходи. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Так, ну, естественно, единица. A one? I mean, I can understand if you had reservations, saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically. Я уже потерял нить происходящего. Добро пожаловать за Stanley Parable. But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Worldwide... Что? Сейчас... Если на тебя сейчас перемотает. This is you. Ну, конечно, конечно. Так, мы смотрим эту дверь? Да. Окей. Сейчас ребенок будет. Блин, так что, нам 4 часа в ребенка играть или сколько там Нет. надо? Давай. Walking through doors. Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? И реально голос такой СМР, уже сидя спать хочу. Ну, In this game, Нет. Блин. baby crawls Не next спасай. towards danger. вообще не спасать? You click the button to move him back to the Окей, front, не and if трогаю you choose the вообще. fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice.
But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep Кстати, если замедлить видео, то там, оказывается, даже Гитлер выше Стэнли по таблице. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game... Ну да, если это хороший отзыв, то можно даже показать его, рассказать, посмаковать, сделать отдельную красивую комнату для него и так далее. Да. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Ну что? Портал или Майнкрафт? Это игра про... Боже, как она... Я не помню, как она называлась. Про пожарную службу, да? Firewatch. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man, spying on innocent civilians below you and up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love Лучший everything отзыв, что я видел. and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Так, больше ничего нельзя. И все. Дальше ты сам по себе. Блин, просто прикольно, если, ну, я так понимаю, эта игра была тоже сделана на Unity, и он связался с разработчиком и типа, чел, отсыпь ассетов, пожалуйста, мне для мемов. Ну, просто, ну. Ну, надо. Ну, надо, да. Oh no. No, it can't be. Может, гулять где хочешь? Не знаю, наверное. Ну. Не знаю, насколько где хочу. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that Это было близко. thing, that big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You could Так, разве это не от одного издателя? А я не знаю, кто издавал эту игру. heavens we have. Но графон не похож на оригинальную игру. Ну, я просто в оригинальную игру не играл, но вот I'm going to get us out of here. просто я да. слышал о ней, и вот сразу так, ну, узнается так или иначе. Я играл. In some Ну, окей. Чем-то похоже. Okay, I think this will be just the thing. Так, следующее. Окей. Wonderful. Окей, теперь мы в Rocket League. What I had in Он mind. еще даже ассеты Just a использовали nice их. big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost Блин, here. посмотри на Now эту this траву. is game Бля, design. какая. Stanley, Мне кажется, она такая же в in игре. this game, I will be phenomenally Ну, типа в impressed. оригинале. Что? Забей мяч. Okay, А so what где мяч? exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no race. Здесь нет мяча. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, Где I think it's ты sports видишь ball. мяч? What fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ага. А за какую команду ты играешь? За какую команду я играю? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Are you winning, Is it better son? than my О, miserable слушай, я быстрее story стал that I worked ездить. so hard on? Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a... Hold on, what are you doing? Ой. Ладно. Пум. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How Мне will you туда write a нельзя. story without me? You can't do Что? it. You know that. Stanley. Мне туда нельзя, говорит. А. А, я снова упал. Вау. Здесь темно.
Но вообще что-то похожую концовку я помню. То есть здесь, так понимаю, вся разница заключается в том, что здесь поменяли игры, которые нам предлагает рассказчик. Или нет? Или что-то еще помимо этого поменял? Потому что, по-моему, вот эта комната уже была. Не помню. О, свет. Иду на свет. Как комар. Нет, то, что игра началась как мод к Half-Life, да, мы знаем, но она же потом вышла как самостоятельная игра. Блин, если честно, я не вижу ни черта. Здесь очень темно. Я так понимаю, это тупик. Ладно, давай поищем, что еще. I wonder what he found. А, If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever. нет, то, что интерьеры халфовые, да, то, что, ну, игра же оригинально была с Half-Life, но, типа, прикольно, что они реально очень... То есть, нет ощущения, что это не Source, хотя это Unity. Они очень классно воссоздали полностью ощущение от движка Source. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Нам руками надо перезапускать или что? А, нет. Окей, игра заботливо перезагрузила. Так, ну что, лифт. Пошли на лифт. Только игра стала требовательнее. Ну, разумеется, как бы 2022 год. Я потом даже задумался, какой сейчас год. Кстати, а как триггерится концовка, когда нам рассказчик рисует линию бесконечную, длинную на полу и так далее? Так, Что, П? Что? Правую. Правую. А что еще? Вы же хотели, чтобы я в лифт какой-то пошел. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to... But eager to get back to business, Так, и куда дальше? Stanley took the first open door on his left. Захар. Решай. В смысле решай? Теперь ты мой рассказчик. Зачем ты меня сюда привел? Following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Что, упадешь или нет? Ну, я могу. Можешь? Ну, давай. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. В комнате выхода только два выхода, да. Там можно войти и выйти. В дверь с новым контентом. А, там пишут, типа, что по коробкам можно двигаться. Кстати, да, помню, было что-то такое. Без ведра. А, окей. Так, стой, подожди, давай до ведра все-таки сходим на лифт, потому что Мэй не простит. New контент ты пропускаешь? Так я понимаю, нет, ну так хотят же, чтобы мы на лифт сходили. Пошли сходим. Ребят, чат, как, куда, что? Просто мне кажется, что когда у нас на лифт как? Что у нас, когда появится ведро, то у нас уже весь контент пойдет именно... Дверь слева. Ты выбрал? Дверь слева. Сейчас. Лифт там. Так, подожди, текст, я пока не улавливаю. Напиши спокойно, мы ждем. Лифт забавная и быстрая концовка. Да. Ну окей, иди, давай. я тебя проведу. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Ладно, потом, не сегодня. Вверх. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Да, вот Кабинет сейчас начальника. снова есть эта плашка. Блин, кстати, не проверял компьютер, надо было нажим... А, вот, все, он здесь. Окей. Так, я захожу или я триггерю и выбегаю? Заходишь. Окей.
Stepping 2, into 8, his 4, manager's 5. office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single Зачем вам minute это to just ведро? let the Ну, с narrator этим talk. ведром, по сути, открывается Kind of anxiety isn't Не новый контент, ради которого мы, собственно, здесь. calming new age Я так music. посмотрел не только с ведром. В смысле, не только с ведром. Короче, рассказчику не понравилось, что мы слишком спидраним, и он решил нас успокоить музыкой New Age. Stanley calmly Понимаю. into the opened passageway. Да, новый контент в кубе. Так, спускайся вниз на лифте. Так, подожди, а где? А потом поднимись на нем наверх. Окей, едем вниз. Блин, я к этому стриму побрился. Ты такой молодой, как будто бы в Майнкрафт надо снова начинать играть. Я скачал. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Вечно молодой. Да. Вниз. Теперь снова вниз? Ну ладно, видимо, он не даст пока что. Не нажимается. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Теперь снова в What a лифт. decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. Ну, видимо, пока он не доболбочит, я не могу. Как же не хватает кнопки скипа, да? Да, не помешало бы. А это новый контент, между прочим. I'm bolted to the edge of my seat. Все, договорил. Потом поднимайся. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Сидишь такой в белой рубашке с черным галстуке, как на выборы. Черным. Так у меня рубашка не белая, а голубая. Я хочу давно завести белую, но все никак. Для большей аутентичности. Просто сделай цветокор белый. Ну, кстати, да. Oh my god. It's the boss's office. Эти фанфары, я тогда испугался, типа, что произошло, типа. Give me a time out here for a minute while I process this. Как неожиданно. Если ввести неправильный код, то он Okay, просто I'm попросит ready. еще раз. I'm prepared to Ну да. embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait. No, I need more time to process. Take your time, рассказчик. Клюем носом. Да-да. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. Так, мы же можем ехать As вниз. Где before, кнопка Да. I пропуска? turn to your expert eye for gripping narrative, Master Но потом ты Stanley. же знаешь, что надо сделать. Going back down. Видимо, да. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before.
I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Кнопка пропуска в другой концовке. Ну, Да, видимо. мы уже проверяли. Ну что? Да, все верно. Ничего не говорит. You know what? О, I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. О, новая And it's комната. really all because of you. И мы просто мимо проезжаем. Эй! ну да. Медленно проезжаем мимо. Exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything Я так понимаю, else это out новая there. концовка, типа ее не было в оригинальной игре? Surprise me, Stanley. I want to have to Кто think. знает. I want to be engaged. Я просто не and not помню. passive. Но, возможно, я после этого и не We're being делал. fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why, oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Говорят, Stanley. была. I don't А, know ну if you окей. realize the impact Ну, you видимо, это have. просто мне уже не хватало терпения столько ездить на лифте Might be a туда-сюда. tremendous impact on them for the better. Oh, good, we're here. О. Так, мистер Элла, вот после этого сходи на новую в комнате с мониками, залезть на стол и спрыгнуть вниз. Так мы же уже были там. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Ладно. Ah, yes, here it is, just through this door. Подожди. Посмотри. The Storyteller? Ну да, сторителлер, типа, мы же сами рассказываем свою историю. А что, подожди, вернись. Right, are you ready? Поздно. I've Поздно told уже. them you're going to speak a Постер. little bit about the nature of surprise in Doing great. storytelling and what it means to Делаешь have хорошо. С Александром Великим. unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be Ты уже yourself. открыл концовку с Speak from багом the в heart. комнате с I'm мониторами? really Но мы еще не все proud of you, мониторы Stanley. активировали. Там еще, по-моему, It looks 2 like they're надо. ready for you. Go get 'em. Гримерочка. Что там? Рисунок Стэнли. Ну, ладно, просто надписи. Так, окей, и, видимо, идем на сцену. Комната с мониторами. Что за постер? Не, нет.
Левее, ниже. The Duke came up Боже, это мой любимый. Это, да, наш любимый человек, который приходит с пиццей. Оу. Это точно было в оригинальной игре? Я сомневаюсь, что такое свечение, такую графику вообще могли сделать в оригинальном, ну, на движке Half-Life. Издеваешься. Ну ладно, ты говоришь, что нет. Вот я, да, вот верю. Нет, а сама она нет. Так, окей, мы прошли на эту концовку. Монитор. Все, нам остался только еще один. И что, пойдем пока за ведром, наверное, да? Боже, как получится ведро-то. Came up with придумал, кстати, надписи в игре переведены, включить можно в настройках. Да? Что можно переключить? Он говорит, что можно включить, чтобы надписи были на русском языке. Но нет. Нет. Так, ладно. Ну да. Что? Что да? Показывать метки? Нет, так мы знаем английский, нам нормально. Так что, идем за новым контентом или как? Павильон с ведром. Или сначала... Заходи, снова контакт. А, подожди, здесь... Проходи. Новый контент. Там будет реально новый контент. Нет, ты просто плохо посмотрел. Так куда я плохо посмотрел? Я не понимаю. Так, окей, вот если я сейчас... Давайте попробуем сломать игру. Нет. Нет. Все, я уже не могу выйти. Я даже плохо посмотрел в настройках. Так, подождите. Чё вы мне общее, так? Поле зрения, чувствительность мыши, инверсия оси и так далее. Язык русский, показывает субтитры, размер субтитров, прозрачность фона субтитров. Показывать метки объектов, показывать подписи цвета, показывать предупреждения. Данные игрока. Все. Все Метки кнопки. объектов. Я так понимаю... Ну, Показывать метки. блин, Переведенные подписи поверх текста. Господи, это в прямом смысле там так написано. да, но зачем? Мы же умеем читать по-английски. Ну, типа, окей, я могу для Yes, we can. зрителей это сделать, но типа, ладно. Yes, we can. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Вот это неожиданно. Презентация для инвесторов. Isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Так, здесь павильоны. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe. Вернись назад. Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Еще Parable 2, самое первое. now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams Что ты хочешь здесь? progress and innovation and Мне long-term показалось. Пошли franchising дальше. Ладно. potential. Just Just two two of of us. us. Just two of us. Даже песня. Какая-то Не песня. знаешь, Не знаю. Послушай как-нибудь. Ладно. Я не буду напевать. Вин. Боже. Неплохо. Две важные части. О.
Вот это лого отличное. Прям топовый Да. постер, по-моему. Это прям... Now, to be clear, I haven't quite Боже. nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. But let's take a look at some of Неплохо. the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of Почему никто naturally не нарисовал spring up член? around them. It'll all work itself out. Game Нарисуй его development is сам. much more of a fuzzy magic than anything scientific. Это не or Half-Life, Алекс. Жаль, жаль. Огромное упущение. Я прям вижу, О. как эта игра нереалистична. И когда-нибудь сделают. Сиквелсы хороши, да. Сиквелы хороши. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Elysium 2, 1-2, господи. Divinity Original Sin 2, Doom 2. В смысле Doom 2, ладно. Оригинальный Aladdin Doom 2. Jafar, Dark Souls 2. Окей. Дорогие инвесторы, на выставку сюда. Окей. New features. New features. О май. Очередь прям. Мгм. Так, что там пишет? Он так хвалит цифру 2, могли вставить шутку про третью часть игры от Valve. Да, я вот тоже подумал, что типа прям напрашивалось. Go on, try out some of the new features. У тебя есть очень много выборов. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. Что? For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, Самый the most тупик. obvious answer is that recognized. Мне нравится, что тут только рекламные кампании, попытки сделать что-то новое, но ненужное, высмеивание сам знаешь что. Ну да, да. Isn't that wonderful? Так, ну ведро это очевидно, мы уже знаем, что это наша конечная цель, но... Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that В, рели- is. Here, let's have в релизной версии, ага, неплохо. the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and... Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roll... Где кнопка пропуска, когда она так нужна? Да. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to work as Нажимай. Jim, playing frisbee on the weekends as Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that Что, не says хочешь Jim. быть Джимом? В смысле? I'm Блин, done with this button. нет, Why не don't you go хочу. Не humiliate хочу me in быть front of a Джимом. different feature that I worked very hard on. See, if you'd only played along, that would have been your name, the button says, but no. Instead, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Че, просто вот так вот? Серьезно? Да. Так, а можно на эти нажимать как-нибудь? Нет, нельзя. Джим. Джим. Каждый год 31 февраля я с друзьями хожу в джим. Так, что еще у нас тут Maybe есть? I'll only let people Oh, named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Ты уверен? Нет, стоп. Ладно. Мы Так, еще это не весь новый контент. No screenshots. никаких скрин... О, боже, это прекрасно. Новый офис. Красный — это новый оранжевый. Дети повзрослели. Захар, от тебя фонит немножко.
Угу. Да, Так, новый нормально? рейтрейсинг. А? Пропало? Сейчас нету, сейчас нету. Хорошо. Новая функция, новый материал, новые идеи. Окей. Кнопка... Так, подожди, а почему она на русском? Ну, ты же заменил надписи. Ну, прям настолько? Ну, некоторые надписи настроены. А, ладно. Так, прыжковый круг, бесконечная дыра. Ну, окей, туда мы еще сходим. Окей, что у нас здесь? Collectibles. Коллекционные предметы. Короче, здесь есть новые легкое достижение. По-моему, это идеально. В смысле, несите его сюда. Получите, потяните за чек, получите новое достижение, профит, получите свое. Так, никаких скинов, без проблем, никаких скриншотов, всего лишь стрим. Да, мало через Слушай, иди сделай скриншот в стиме. У нас, кстати, 35 прыжков осталось. Держу в курсе. А здесь где-то отображалось оно? Да. Так, окей, Прошел. допустим. F12, по-моему. Ну, я вроде делаю скриншот, но он... слушай, он не работает, у меня отключен... Я понял. У меня отключен оверлей для стрима, чтобы не вылазило, что я... Развернись. Что Нет, еще? Не настолько. Не настолько. Направо. 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 Ну, круг для прыжков. I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Ну, допустим, мы потратили еще один прыжок. Зачем? Бесконечная дыра. Ну, это звучит, конечно, очень интригующе, но мы пойдем за бесплатной ачивкой. Да, конечно. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans Ну уже. all over the Теперь нельзя world, потянуть, ладно. uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Какой-то развод на классы. Ну, так это же для инвесторов. Ну да. Чтобы, так, в смысле, чтобы открыть его, нужно зайти в круг и рестартнуть игру. Вроде должно сработать. What other exhibits haven't we Окей, я seen yet? понял. Так, там какая-то дверь с вопросом. No screenshots. Да, здесь тоже нельзя делать скриншоты. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get well someday. Неплохо. Слушай, 12-й день рождения, племяшка. Ну, типа... You know, Sure. sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Окей, то есть в любом случае нам бы... Да, я понял. Ну да, пошли мы нахер, как говорится. Or actually, И все надписи поменялись. No, I've made my decision. We're moving on. О, мерч. Как туда залезть? Ладно. Не очень-то и хотелось. Так, что Может, еще? ведро? Сейчас, подожди, тут еще что-то есть. Collectibles? Но тут еще где-то должна быть бесконечная дыра. Что же может пойти не так в бесконечной дыре? О, Ah, collectibles.
Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative Так, QR-код просканируй на стенде смерти. Блин, было бы мне... Ладно, сейчас он закончит, я схожу просканирую. Я просканирую. And then you move the hell on with your unremarkable life. Ну, допустим, я здесь и... Ну все. Фигурку стенда видишь? Собери ее. А, я могу ходить, я действительно иду вперед. Просто очень медленно. Или локация двигается к тебе. Нет, я иду. Господи. Ну и совсем не крипово. Ну это 6. Еще Окей. 5. Collect them all. Окей. Так, где там был QR-код, вы говорили? Вернись на стойку регистратора. Стойку чего? Регистратор. Мерч, вон, там где мерч. А, вон, да, вижу. Так, мир в процессе. Ну и... Там мистер Эл сбросил ссылку. Я просто перейду по ней. Ну, в целом. То есть мы экран этот не увидим. Ну, там просто сайт Welcome to the official website of Stanley Parable 2. Чуть не увидим. Вот на моей вебке. Ну вот не зря же тебя взял в эфир, получается. Так, ладно. Что у нас еще здесь? Там выход. Вот, бесконечная дыра. Мне кажется, что мы в бесконечной дыре можем остаться на бесконечно. Но кого волнует? Нет, не иди туда. Почему? Выйди. Потому что мы оттуда не выйдем? Возможно. Ладно, возможно, на бесконечную дыру нужно последней идти. Ну ладно, как скажешь. Возможно, не выйдем. Так. Можно наверх. Там еще что-то новое. Иди в дыру, иди. Ну, сейчас. Окей, я нашел еще что-то новое. Иди. Сейчас. Это похоже на портал. А, это и есть эпилог. А, окей. Подожди, а этот? Это и был выход в эпилог. Там еще... А, нет, там подъем в стену просто. А ведро? Нет, подожди, тут еще можно выше подняться. Ладно. А ведро? идем выше. Ладно. Так сейчас, этот Мэй говорит, что надо сначала в дыру бесконечную прыгнуть. Ну, пошли сходим. Но если бы ты не взял Qulix в эфир, ты бы мог бы взять его сейчас чисто ради сайта. Ну да, да. Что здесь нарисовано? Что-то непонятно. Это бесконечная дыра. Это рисунок ее. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for В смысле? В смысле? Все нормально, успокойся. Игра просто достраивается. Я думал, меня сейчас приплющит тут. Ну ладно, поехали. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole,
you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Он же нажмет ее за нас, да? Sooner rather than later spectrum of Фонит, фонит, фонит. Так лучше? Okay, Stan. Да, лучше. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the whole. Is it a very, very deep hole? Certainly it is. It's an То есть таки extreme. до дна можно добраться, да? I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. Мы дошли до дна. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as А потом ты deep as телепортируешься, anyone would ErickSkrauch actually fell need. from a Don't you high put this place. on Да-да-да-да-да-да-да. Look, things got a little Так, ты нас heated. достанешь I think отсюда we же, both да? said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Он же... Ну он же скажет еще что-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну ладно. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Ну что, нас ждет, Прыгай еще раз. да? Зачем? Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal Есть такое. would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... О, Did the whole Да, seem она even была shorter to you покороче. this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. прочитай эту Well, I листовку. suppose once again, Да, there's вижу. nothing to do here. If you decide you've had enough of the whole, you А, can тут hit the текст песни. teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. Ну что, мы еще They идем? do have so much Погнали. more to show you. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Вау! I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less. Интересно, можно ли ее докрутить до того, что она будет, ну, таким очень маленьким колодцем? Короче, мы уже больше 2 часов в эфире, мы все еще не добрались до ведра, лол. Ты сегодня спать не планируешь? Ну, вообще планировал. Отлично, стримим дальше. Да. Ага. Not only is the hole not infinite, Вперед. but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a How is this still appealing to you? Я же не смогу отсюда выбраться, да? This depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Жди. Is the, Я нажал на кнопку, она не сработала. А? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was Не, хочешь, мне кажется, они остались такого же размера, не уменьшались. Нет, снова не работает. Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole
Have a wonderful rest of eternity. Почему он называет мою девушку дырой? Все? Подожди. Чатик. Погодите, так а что тогда открывает нам ведро? Мы типа просто... Ведро, блин, там есть комната с ведром. Что, ты не ожидал, да? Пугающая музыка. На дно! Да, мистер Эл. Блин, драматичненько. Что? Ну. Вот это драматично. Но кинематографично так точно. Смени восприятие, что? Прям хорошо. Смени реальность. Смени реальность. О боже. Какая тупо. Угу. Смени реальность еще. О боже, песни кушаю. Что? Господи, да что ты? Stanley! Oh, good. Эй, Wait. эй! Seems you had sort of Я еще не все посмотрел, назад! way into dreamland. You can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused? Можно ли было выжать больше шутки из дыры? Things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Поехали? Ну, поехали. Поехали. Окей, нас вернул. Here we are. Go on. Try out some of Так, the... осталось ли здесь что-то, что мы еще не видели? Ведро. Вроде уже все посмотрели. Сейчас еще сюда загляну. Там что, есть еще какой-то выход? Не знаю, куда он ведет. Он закрыт. Нет, он открыт. Просто надо вот туда пройти. Да. Ладно, пошли за ведром, а потом уже... Потом на выход. Блин, но, конечно, с этой дыркой они классно. Реально, типа, можно ли было выжать еще больше шутки из гребаной дыры? A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem of the game.
It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. Боже, посмотри на этот RTX. Я кручусь, и отражение на ведре меняется. Охренеть. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the В этом ведре технологий больше, чем... Что, пошли к дыре? Так, и что теперь? Так, ну что, тогда на выход, видимо. А дыра? Окей. Работает? Не работает. Да, работает. It just works. Не знаю. Ладно. Зачерпни дыру ведром. Да нет. В смысле? Да нет. Не, ну мы попробуем, если вы хотите, но нет. Не, все, мы уже Подожди, все. а что за лампочки? Не знаю. Может, тут есть какой-то хитрый способ, как все-таки получить ачивку? Ну, люди еще недостаточно развиты, чтобы... Ладно, все-таки, что он сделал с дырой? Мне интересно. Он же не даст нам просто снова в нее упасть. Он просто закрыл дверь. Как мило с его стороны. О, слушай, подожди, а вот вся вот эта вот статуэтка, это не коллекционная игрушка? Она же так и выглядела. Угу. Можем ли мы как-то ее... Зачерпни ее ведром. Нет, я не могу к ней подойти так, чтобы я мог взаимодействовать. Ну ладно. На выход. Это в другую сторону. Так, выход у нас где? Там. Ведро приятно позвякивает у тебя в руках. Угу. Успокаивает. Забрал саквояж. Пусть покистаешь. Это постер. Так, никаких скриншотов. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. У нас обновились прыжки. Да, кстати. Значит, мы туда не попадем.
Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes. Окей, нам this просто is наблюдать надо. much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. О, там статуэтка. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Как ее достать? I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. О боже. То есть вот так вот? Кстати, они реально поменяли теперь не оранжевые, а интерфейс теперь красный. этот красный. И звук поменяли тоже при наведении. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big шарики. building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month. Блин, ну задача у него, конечно, довольно жесткая. Типа нажмите кнопку I в течение 12 миллисекунд. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made. Миллисекунда — это 1/1000 секунды. And Stanley was happy. Ну окей. And then one day something very peculiar. Пока кроме шариков ничего особо не поменялось. Forever changed Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very вот и последний компьютер, кстати. Ну что, мы, наверное, сразу активируем эту часть и... But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Эй, а где ведро? Вот концовку строим. И что нам тут делать? Ты помнишь? Помню ли я? Я не помню. Просто найти какую-то кнопку, которую нужно нажать? Подожди. Сейчас. Тебе сейчас скажу. Ничего не делать, старай. Я новую игру надо начинать. Просто новую игру? Фонит. Сиквел на паузе. Захар, фонит. Уже все? Сейчас да. Так, ну ладно. Ведро. И коллектаблсы. Так, да, ребята говорили, что теперь что-то другое будет здесь. Может, ведро сначала найдешь? Да, давай сначала найдем ведро. Оно типа постоянно будет в разных местах? Вот оно. Ты Где? видишь его? Stanley picked up the bucket.
Ну что, иди выберите. Да, попробуй. телефон, где-то звонил телефон. Здесь вот красненький. Вот. Ага. Hey Stanley, it's me. Just calling to let you know that you left your bucket at home. Silly. It's okay. I'm off to pick up groceries soon, so I could swing by your work and drop the bucket off at... Oh, wait a minute. This isn't your bucket. Wait, Можно whose bucket замутить is жить эту this? женщину? Well, if it doesn't belong to anyone else, I guess I could just, keep it. Yeah, I'd really like to hang out with this bucket for a while. Oh, sorry, what was I saying? Oh yeah, have a nice day at work. I'll be here at home with my bucket. Bye, Stanley. Окей. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunity Где кнопка to do скипа? so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket Вот wondered ты to сам itself. попал сюда. Perhaps if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket furrowed its brow. Said the bucket. Not since the evil wizard Gambhorata Это было неожиданно. snared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was Кнопка young скипа в back другой then концовке. and Она would только not в одной conceive the концовке или Да. что? Stanley сожалению, screamed да. even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations. Я зарезал ведро, оно истекло кровью. Просто 10 из 10. Overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such Подожди, а что bravery здесь? today. А. Come, let's Ручка. restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Что за типа... Да как? А как иначе? Так, окей. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Так, что там пишут? Шкаф со швабрами. Да. Ну, как раз с ведром. Stanley Это Ну, лев. пойдем. tightly to his chest and entered the door on his left. Фонит. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying Ладно, to видимо, say. все это время были tips for not being fired. Good for А, you, Stanley. окей. Ну, Don't give in. Don't hand over ну the да, bucket. вполне себе. I Так know могло how быть. hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no.
We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Это безумие. Расскажи. Кому рассказать? I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies Отдай and ведро. their Турик, привет. relationship to broom Привет. closets in the natural order of things. Привет, Турик. Так и что, и все? Ну, у тебя наклейка. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to Вот. snap it on as well because I think it's appropriate. You see, Вот. I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Ну что, еще одно? You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Он реально ушел. Ну, типа, последняя реплика была такая, типа, Да-да. and see you, да. Он же придет? Открой просто дверь. Ну, anyway, теперь у нас есть наклейки. Где швабра? Ну, Это щетка. шва. Ну, нет. Ну, ладно. Ладно. Что еще мы можем сделать? Coming to a staircase, Stanley and the bucket Мы walked можем не upstairs слушаться to the его. boss's office. Мы еще не ходили сюда. О, 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 о. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Так, окей. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that А, risk? здесь же, по-моему, зацикленная Or because he локация, да? believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his Но, насколько я помню, если здесь просто продолжать ходить по этому циклу, то рано или поздно рассказчик не выдержит и выбросит тебя. Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's В смысле, там же написано, что Там же написано property of Stanley. This is all terribly wrong. Surely no good would Hey. come from this.
Ведро сперли. Ну, ребята. Ведро. He exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Происходит. Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special теперь тут ведер наставили. Но. Столько не было. He had to find the bucket. He had to return to Ждем, пока все заменится на ведра. restore his sanity. And then suddenly, Нет, у меня паника. he knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Твои вкусы довольно специфичны, Стэнли. This is the story of a woman named Mariella. О. Что? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. Это же обычная концовка сумасшествия из оригинала. Ага. Да, это оригинальный. Просто разбавленная контекстом с ведром. Да. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Окей. Слушайте, а как... Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Слушайте, а как активировать... Ну вот, помнишь... О, кстати, митинг. Как активировать последовательность, когда мы... Потому что... Когда по всему офису будет разрисована полоска, по которой мы можем следовать. Или ты хочешь собрать все коллектаблсы? Ну, можно и коллектаблсы собрать. Я уже открыл гайд, где они лежат. Слушай, я сейчас хочу затриггерить вход в офис начальника. Это, по-моему, как раз таки триггернет. Сейчас тебе скажу. How we can find them? Доверьтесь инстинкту перфекциониста. Господи, где же? Нет, это триггернет спасательную капсулу. Найдите всех и получите награду. Вот, здесь вот есть подсказки. Да. В большой комнате с большим количеством коробок. Где-то, где и красные, и синие. Ну, красные и синие двери. Рядом с пожарным местом. Камина. Ладно, видимо, в этом наша новая задача. Окей, пошли. Так, там с видом немного по-другому. А так, правая дверь, пойти дальше, вместо выхода на канон, пойти на лифт вниз. Пожарный камин. Так, окей, вот если я сейчас просто триггернул концовку, когда мы делаем вот так вот. Ну, стой. Что? Вернись. Иди в туалет. Так он же закрыт.
Ага. Деньги это утро, деньги это... деньги утром, деньги вечером, деньги на завтрак, деньги хрустят. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Ты там по гайду идешь или что? По поводу. Ну, да блин, триггерись. Stepping into Да. Эй, а чё она приоткрылась? Что, не дадите мне это сделать? Все, окей. Unity не задвинул до конца. Окей, эта дверь открылась. Так, куда теперь? Просто пойдем назад. Так, на что... стенах написано? Стены мы уже прочитали здесь. Кстати, вот здесь, походу, еще подсказки, нет? Да, это подсказка. По-моему. Подсказка по коллектору. Так, это уже закрыто. Ну, видимо, я просто не помню, есть ли в этой концовке какая-то особенная последовательность в том плане, что, я типа не зашел, вернее, сломал ход начальник в офис начальника. Там, по-моему, надо спуститься. Нет, дверь. Вот здесь дверь открывается. На доске было же... все почитал. Вы уходите. Окей. Отсек спасательных капсул, этаж 760. 154. Здесь есть лестница. Что там я с ней делал? Блин, я помню вот эту концовку, но я не помню, что я здесь делал. Идешь в спасательную капсулу. Так, нам было сказано 760. Окей. 756. Идем выше. 57. Я не спешу. Восемь. Захар, пока я топаю в очень важном приключении, такой к тебе важный вопрос. Насколько длинные волосы ты будешь отпускать? Не знаю. Потому что я вижу, что они у тебя там уже вполне себе ложатся назад, да? Ну да. Ну. Надо отпускать. Место запуска спасательных капсул. Куда я иду-то? Вот, окей. Вижу. И что у нас тут? На капсуле. В смысле? Нет! Типа... Да, типа, детка, не плачь. Боже, драматизм момента. Окей. Все коллектаблсы, за которые мы точно ничего не получим. Да, давай. Тогда иди налево. В смысле? Тихо. У нас забрали ведро. Так
Надо было слушать. Все равно иди. Так, ладно, где у нас там еще? Какая-то большая комната с коробками, красная или синяя, я помню, была подсказка. Я могу тебе прямо сказать, где все коллекции. Но я так понимаю, что красная и синяя, нам нужно снова триггернуть ту концовку, где этот... где надо было ребенка Но спасать, без да? ведра неинтересно. Иди. Ну... Так, блин, надо тогда ведро сначала найти. Давай ведро сначала найдем. Или нет, или да. Иди. Иду. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Не видишь ничего необычного? А, вот там вот есть проход. А, вон, да, статуэтка, окей. Опа. Паркур. Так, ну уже 4 из 6, еще 2 осталось. Мы хорошо идем. Разнесение концовка и еще одна. That you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1. Ну и все. I'm sure it will come to me. Можно сделать красно-синий, попробовать. Если ты Так, сможешь вернуться. ну я же уже отсюда... А, нет, там вон есть какой-то проход, вентиляцию. Куда он идет? О, это что новенькое? That it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far О, боже, я понял. Прикольно. Ты знаешь, что это за концовка? Ну, блин, у меня тут вообще-то открыто. Тебе в помощь. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Расстроили парня. Так, ну что, нам ведро надо найти. Что? It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Если мы находим сейчас ведро, мы идем на красно-синий. Но у нас пока нет ведра. А, все, ведро. есть. Replacement bucket. Так, ладно, пошли в красно-синюю тогда. Да, помню, сейчас на подъемнике спрыгнуть с него. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Да, все. No, stop.
Look there on the wall. You see? There's a sign right there. It says, "No buckets past this point." Действительно. Would you think it was okay to bring the Интересно, а здесь все это время была эта надпись или нет? that you actually don't know what Надо будет is a потом на bucket записи and what посмотреть. isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game. Да, сюда надо без ведра. Properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Да, Please, сюда надо step in было here. без ведра. Офигеть. Новый контент. О боже. Вот это игра. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us Ну что, тренирует нейросеть или что? about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Неплохо, неплохо. Давай еще. Item 2. Is this a bucket? Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Разве она не является ведром? Item 3. Is this a bucket? Я... Тут Это, же... это ведро. Стой на своем. Correct. This is a bucket. Неплохо. Давай дальше. Видишь, я сразу узнал ведро. Item 4. Is this Да. a bucket? Are you... Он такой, типа, это правильно, типа, такой, я выбираю вариант, да, он такой, типа, да, это же трактор Беларусь. Что Да, еще да. это может быть? You hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought Sorry, this was a sorry, gimmick. просто How sorry. on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Is this a bucket? Correct. This is a bucket. Просто без пояснений. То есть вот это был трактор Беларусь, понимаю. Item 6. Is this a bucket? Trick question. Both. Gotcha. Чего? Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. Я могу туда как-то залезть? Скажи да. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Да? Кто знает. Похер. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Да. Stanley, I can't keep doing this. В смысле? I'm losing myself and myself. Он не дал мне нажать. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket.
Да, да. Это Skyrim. Так он и работает. Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information Я так might понимаю, do to a что person. чтобы все-таки пойти в красно-синюю концовку, нам теперь надо идти туда без ведра? Угу. Ну, там же... Ну да, потому что с ведром нас туда не пускают. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Не взяли ведро. Да, я понимаю. When Stanley came, Это был непростой... От разработчика. not the correct way to the Что? meeting room, and Stanley knew it Тебя не perfectly пускают well. с ведром. Тебе дают Perhaps he ведро. wanted to Не stop by the пускают тебя с employee ведром. lounge first, just to admire it. The lounge was grand, majestic, perhaps, but eager to get back to business. А где последняя Stanley took the статуэтка будет? first open door on his left. Кто знает. Stanley was so bad at Понял following тебя. directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ну, я знаю, Look, как. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince Слушай, ну you of наклейка this, здесь but I действительно really есть. do want to Ну, help здесь. you, to show you Была ли она something здесь с самого начала? Вот Была ли вопрос. она здесь в Let me 2013? prove that I'm Направо on дверь. your side. Give me a chance. Можешь перезапускать. Now, Stanley, you've nearly gotten all of the figure Так, ну и что? Нам осталась всего одна статуэтка. Перезапускать. Ну, сейчас дослушаем. Мы же уважаем его. Different in the sense У нас that we нет used to кнопки have пропустить. none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Уважаем его. Мгм. Now listen carefully, this is important. Stanley walked А, окей. Ага. Очень важно. Так, Тип ну давай. обычный. М? Обычный. С ведром или без? Без разницы. warmth spread through Stanley's arm. Естественно. With the bucket Конечно. in, he was home. Могло ли быть иначе? Stanley Идем Бля. по pressed the истории, bucket да? tightly to his chest and entered the door on his left. Ладно, сейчас надо прочитать подсказку, может, я сам соображу. Там опять телефон звонил. А, блин, надо было ответить. Возле камина. Окей. Камин был в офисе начальника. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's Вот это office, камин. Stanley Так. was once again stunned to discover not an indication of any А, здесь откроется этот. Crushed Здесь by the откроется weight of this проход. revelation, Stanley may have broken down into an Помнишь emotional код? dumpster fire if not for the 2854 soothing или presence 2845. Even now, in his darkest of hours, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes. Он This серьезно is запомнил? Stanley's logical explanation. Ну, Где? видимо. Так, окей, возле камина. Где-то здесь вот. А, вот она. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Стенделушка. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm Так, подожди, proud of мне you вот for интересно. correcting me, Мы but уже that would be like a довольно reward много every играем, time но, I have по-моему, to. я So, instead I'll just всего say, 3 it's ачивки done. получил за все Well это done, время. dear. And now we can go to whatever the Так, hell так, you were doing так, так. before you hunted for fish. Ну, это странно. Так, и что теперь?
И что же Нажми теперь? escape. Выйти в меню. Как будто бы ничего не поменялось. Ладно, там мистер обратил внимание, что там нам на телефон звонили. Надо попробовать ответить. Все правильно сделали. Подожди. Ты Ты нашел запустил? новую игру? Похоже, что да. Все правильно. Подожди, ты их запустилась? Что? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's just, it's those figurines, those figglers. Окей. Так, блин, я на секунду сломался, типа, что здесь такое с перспективой? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Ну, давай. Снова будет самолюбование, и вот это вот все. Подожди, здесь... Да, появился подвал. Мы же раньше прямо шли вроде. Теперь подвал. Ну, окей. У тебя же все коллекции. Да, вот здесь мы. Нет, мы нашли не здесь. Смотри То есть их окажется, что их... направо. Стой. То есть нас могли обмануть, и мы могли поставить еще одну статуэтку. Стой, подожди. Там еще статуэтка. Здесь тебя проведут по всем статуэткам, видимо. Я так понимаю, их надо брать или не надо? Я не знаю. Все. Все, тут уже закрылась дверь. Все. А раньше надо было допустить. Но, видимо, их не надо брать. Я не знаю. I'll be honest, back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Так, окей. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? По-моему, в туалете. Нет. На складе? Смотри, давай посчитаем. Давай. Последнюю мы взяли у босса в кабинете. Я спустился по лестнице вниз. Предпоследнюю мы взяли в бело-красном кабинете. Ой, это красно-синий. А до этого мы взяли ее на складе, а до этого в туалете. Третья была в туалете. Все. Надо было провести. Logics. Hey, that's exactly right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Окей. Let's see, what came next? Что? Yes, we found Такого a не pink было. room. Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Так, я так понимаю, вот эту статуэтку мы можем взять, то, что мы ее не брали раньше. Зачем? Не знаю. Не знаю, я, если честно, вот теперь как раз таки не понимаю, что происходит. Просто... Решай сам. Окей, 7 из 6. Видимо, и другие можно было собирать, хз. Мог все взять вроде. Ну, окей. Привет, Афра Тимофей. Так, нет, мы не будем ее брать, или будем, или не будем. Да, хрен с ним. Без разницы. Ладно.
Что? Что? Windows Movie Maker, здравствуй, дорогой. Как же это плохо. Внимание, спасибо за внимание. Это прям мои видосы. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video. Боже, but it was ты знаешь, 8 ты ночь на minutes графике, back такой, to боже, spend как on хорошо. everything else. Ну. Так, а куда нам сейчас? Неважно, они все равно в одну дверь ведут. Спасибо за иллюзию выбора. Что дальше? Развернись. Иди. Так я не могу, я здесь упираюсь куда-то. Я... Поворочишься. Так, ладно, окей, давай я просто вот сфокусируюсь на этом и пойду задом. Каблуки больше не стучат, я в тупике. Что ты сделали? Я не очень... О! Ты, походу, просто провалился. В смысле, просто провалился? Провалился за текстуры или что? Он сломал игру. Да нет. Stanley Parable можно сломать? Да нет, не может быть. Ну ты типа кекаешь? Это же прямое, типа фейд специальный, который накладывается на стенки. Чтобы дать комнате объема. Так покажи, а почему здесь есть какое-то пространство, где я могу ходить? Повезло. Беспощадный Unity, ну не говори. Что-то мне подсказывает. А что делать-то? Да нет, не должно же быть так. Сломал. Боже, сломал игру, которая обычно не ломается. Если ты думал, Подожди, что сломаешь ее, она знает о том, что ты ее ломаешь. Ты в прохождении не так? Прохождение нет. Ну, типа, если собрать все статуэтки, что там не будет такого? Тут есть только где находятся статуэтки, и все. Ну ты видишь, что вот эти две красные двери. Красно-синяя дверь. Ты сюда зашел и упал. Блин, может, если я контрастность выкрушу, чем на максимуме что-нибудь увижу. Да, только нет. Вообще. Нет. Погоди, а что мне тут делать? Ты упал за текстуру. Ты решил заспидранить. Как говорится, все спидранеры, когда умирают, они попадают в автобаунс. Так, я не понял. Нет, там должен был быть скрипт срабатывать с рассказчиком. Ну, короче... Блин, обидно. Обидно вообще-то. Типа, надо было упасть с текстуры, и там был скрипт. Блин, ладно, сейчас пойду тоже погуглю. Эпилог можешь писать. Эпилог? Угу. Статуэтки. Ну окей. Нет, слушай, там еще дофига ходить.
Ну, тогда, видимо, мы сломали игру, действительно. Или нет? О, кстати, в той концовке. Так, ладно, ребята, те, кто нас все еще смотрят, у нас некоторый тупничок, потому что мы не можем понять, это Так задумано. это так задумано или это баг, или что происходит? Я же не могу ходить, я не могу... Не, ну я могу, конечно, перезапустить просто игру, но я не понимаю, вот, окей. Соберите первые коллекционные предметы, так. Вот и все. После завершения эпилога... окей, отблокируйте секретный лифт. Нет, это не то. Эпилог. Давай на английском. Post memory zone. The memory zone. Oh, Stanley after wandering. Сломали неломаемое. Ну, вот да, ребята, вот да. Ой, Ладно, давай просто нашел. перезапустим. Что? Нашел какого-то чувака. Ну да, здесь должен быть должен был подгрузиться просто следующий модуль. Здорово. Давай еще раз. Я все еще вижу, что там локация забагованная. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's Только just- нету кнопки it's those скипа. figurines, those figments. Окей, окей, мы сейчас можем еще раз это все пробежать. Возможно, у нас теперь-то получится. It's the most intrinsically fulfilling moment of У your нас нету entire кнопки life. скипа. Didn't it fill you to the brim with inner richness? Да. Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Ну, погнали. Ну, теперь ты будешь собирать себе фигурки, что ли? Ну, теперь да. Захар, телефон. Очень громко твой телефон. Телефон. Ну, я не знаю, что, но фонит. Я сам не знаю, что. Собери все на всякий случай. Окей, ребята, в этот раз буду собирать все. Here's where it all Ну, я began. просто думал, что это какой-то развод на классы, что, типа, если я их Then we had подберу, no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the кроме screen. тех, которые я еще не подбирал, то, типа, We were so innocent. рассказчик будет с меня We'll как-то never be like угорать. that again, Stanley. 9 из 6, то есть То есть он сохранил? он сохранил. Так задумано было или что? Я не понимаю. And here was a second Stanlerine. I'll be honest. В back чем then I идея? had no faith in you to find any of them. Не, let мне alone кажется, six. не было типа. But you Стой, continue не to спеши. surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Главное не упасть за текстуру. Вот. Да, это главное, появится. вот теперь такая боязнь Let's появляется. do a little quiz. Which of these rooms was the room Короче, you сначала found your появляется figurine следующая in? локация, а Can потом you ты remember? заходишь. Да, понял. Hey, that's exactly right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. You picked it Ладно, up, and ладно. after В that, этот раз-то мы you не had 3 of ошибемся. them. I'm Конечно glad же. these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be Мы можем surprised. упасть. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Let's see, what came next? Oh yes, we found a figure. Вот здесь-то таки нет, потому что мы ее собрали в тот раз. Вот как оно. But it's here in the memory zone, so it must have happened. Так, окей, вот здесь мы забаговали. This was the fifth Зло- mini-stand. злосчастное This one место. was really something Ну, в special. этот раз же у нас все пройдет Red and blue по плану. dots that would so Я не знаю. clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Ой, ролик, ну да, конечно. Ладно, посмотрите ролик, я сейчас на секунду отойду. Сейчас прибегу. Второй раз.
takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Он не успевает явно. Да. Надо прятать. Это боль от мувимейкера. Расскажите, чат. Пока Алексей сбежал. Как вы думаете, у нас есть шанс пройти эту концовку, или мы снова пойдем за текстурой? Так, я вернулся. О, Тем самым я дал игре достаточно времени, я надеюсь, чтобы не, тебе кажется. чтобы прогрузить локацию. Ну ладно. Но теперь она, по крайней мере, прогружена. Да, Спеши. классные уши. Спасибо. Наконец-то обратили внимание. Слушай, я их снимал просто. А, And then, Yeah, Stanley, that then was- we came to the last collectible, the final figurine, right here behind the boss's office. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Блин, прикольно, Who can типа truly он say how the расставил эти mind модули. works? All I know in is том that this is the порядке. moment where you picked up No. a figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other, except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move on. боже, этот перевод «вы в моменте». Это же буквально вы в настоящем, а не в моменте. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Это неплохо. Go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Но зачем? Еще раз, чтобы мы собрали статуэтки? Okay, yes. The back of the boss's office. I remember this. Видимо. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my Вот mind. видел, Let's как ты keep going. I want перескочил? more. Да, вижу, здесь вот был стык. И, видимо, я в этот стык умудрился упасть. Да. Ну, она не успела загрузить следующую, это упал в стык. And here's where I made that video. Так, Don't you мы же remember? не будем смотреть ролик еще раз. Ладно, они хотя бы... А наоборот идет. Yes, I love that video. Я бы не вытерпел третий раз. Still don't remember that room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Я так понимаю, мы забыли одну комнату. These really were В смысле забыли одну You комнату? know, if there had been any Ну, kind они of были в reward for этом finding all of Warhouse. these, it really would have muted the А, intrinsic кстати, joy of collecting. да. I'm very glad we resisted the temptation. Он нас не отправил в нее. Это вместо розовой комнаты. По идее, сейчас мы вот вернемся и можем в нее... А, да, можем сейчас в склад ходить. Подожди. Давай, стой. Не спеши. Да, я знаю, чем это может закончиться. Но он не загружается, видимо, нет. Ясно, он должен был, видимо, здесь сказать, что нет, теперь на склад. Ну, типа, теперь в туалет. This was our second figly. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is Yes, truly I a remember. wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines.
Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Окей, круг для прыжков. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More. Oh, yes. The two doors. Who could have forgotten that? A classic. Мне кажется, он высмеивает вообще всю стилистику ностальгии. Ну, типа... Он хочет все больше и больше воспоминаний. Он не хочет ничего нового, только воспоминания. There was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy, and I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a Окей, big шарики building остались. where he was Ну, Ладно, не трогать. мы пропустим. Мы же в новом контенте. И я думаю, Yes. что это все. all of his co-workers Ну да. were gone. What could it mean? Стой, вернись. Stanley decided to go to the meeting Там room. снизу Perhaps he had написано. simply missed a memo. Снизу? 4, 3, 6 и снизу что-то. А, за, значит. Не, что такое? Не очень Ну, важно. сказала, что на это руками как-то написано. Так, ведро есть. Stanley picked up the bucket and Ну, в smiled. целом все. He'd never be alone Ну, я думаю, again, что да. truly. Сейчас давай быстро пробежимся еще разок, но я думаю, что да. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Сейчас тоже как-то залагал стык локации, меня подбросило. Still no one was here. Да, здесь тоже вот Stanley needed the установились bucket's эти. warmth and comfort now Ну, потому more что than мы ever. собрали. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley А что and the насчет той bucket walked полосы? Ну, upstairs to the boss's да, office. полоса. Ну, и, ребята, мы уже довольно долго в эфире, так что мы, я думаю, ключевую цель этой трансляции выполнили. Мы посмотрели на новый контент Stanley was once again в stunned Super to discover Deluxe 2.845. human life. Crushed by the издании weight of this этой revelation, игры. Stanley may have Эй. broken down into an emotional dumpster, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Ну да, похоже, здесь все. То есть нам уже просто предоставлена свободная игра и на этом. Хотя, слушай, мы еще ни разу не Обычно. выбирались. Обычная игра. Но. Мы не выбирались с ведром.
Ну давай вот выберемся с ведром, и это будет наша концовка. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. А, тут же еще есть вариант эскейпа. Ладно, неважно. Мы идем по сюжету. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Stanley and the bucket. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. 427. Everyone in the office was being Что? videotaped, 427. monitored like guinea pigs. Ясно. Had never seen Меняться. anything like this, and it very nearly burst into Yeah, tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything. 427, вот мы. О, Там да, пусто. реально. Да. Все, в реальном времени Везде отображает. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! Кролл. He screamed into the bucket. Привет, He Кролл. couldn't accept it. Ты His уже own был life у in нас на someone трансляциях? else's control? Never! Мне кажется, не к Squeezed the новым. bucket tighter. Я не уверен. В любом случае, добро пожаловать. Правда, мы уже движемся к концу трансляции, но можешь подписаться, чтобы не пропустить следующее. Работа с чатом. Бил несколько раз. И даже писал в чат. Блин, я что, начал зажираться? Я стал не помнить своих зрителей? Но, в принципе, за это меня можно, наверное, и осудить. Я так поздороваться. А, ну, привет. А, ты на доте сидел? Ну, на доте просто я чат не особо читал, потому что... Ну, мы были сфокусированы на игре в основном. Я думаю, если бы мы больше читали чат, то мы бы не выиграли 3 из 4 игр. В смысле руинил? В смысле руинил, слышь? Так, а где забанить пользователя? Он что-то это самое дискредитирует мою личность. Почему-то я ему верю. Да нормально я играл. На ЧК. У меня даже отдельно вырезан момент, где Дима меня похвалил. Я, блин, куплю интерактивную рамку и просто поставлю туда этот момент. Понимаю. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Oh. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the Да в смысле? Куда? recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Ну да, да, Арсений, так и было. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Ну что, ребята, это была наша концовка с ведром.
В принципе, мы задачу, я думаю, даже максимум выполнили. Мы сегодня прошли, я так понимаю, весь новый контент. Ну, единственное, что надо было бы, конечно, посмотреть все концовки с ведром, но, ребята, у нас не бесконечное время. В любом случае, спасибо всем, кто нас смотрели. Сегодня для вас ведет трансляцию я, ErickSkrauch и Qulix. Чтобы не пропустить следующую трансляцию, подписывайтесь на канал на Твиче, на Ютубе, группу ВКонтакте, Телеграм, Дискорд, ТикТок, все ссылки. Вообще, вот на все ссылки, что найдете в описании, вот на всех их подписывайтесь. Фух. А на сегодня у нас все. Всем ведра, всем пока. Пока.